Покажу девочкам эту орхидею, которую я спасла. Смотрите, какая у нее детка растет. Это пристволовая детка. А еще вот цветоносе. Смотрим, что получится. Корешки хорошо так активно полезли. Вот такой подарочек. Давайте считать цветоносы. Мы спасаем орхидеи отовсюду, из почтовых ящиков, с заброшенных клумб, из рук других любителей орхидей и даже от самих себя. Спасаем самоотверженно и очень результативно, не используя химию и химически синтезированные препараты. Мы используем все то, что дарит нам сама природа. Методы выращивания орхидей без химии, основанные на физиологии орхидей, просты, понятны и доступны каждому. Эти методы смогли адаптировать для себя как жители Заполярного круга, так и жители солнечных Канарских островов. Главное в этом вопросе – учесть физиологию орхидей, и тогда восстановление орхидеи будет возможно как в субстрате, так и без него. И сегодня мы посмотрим, как это бывает. Посмотрим на примерах зрителей канала. Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. Ну а теперь несколько способов восстановления орхидей от разных зрителей канала «Классика орхидейного жанра» в сегодняшнем видео. Привет, друзья! Орхидея, которая сейчас на ваших экранах, была спасена Элиной Унгер на острове Ла Гомера, Канарские острова. Я иду, все рассматриваю по сторонам. Есть что смотреть, очень много всяких экзотических растений. И на фоне всех этих экзотических растений я увидела старые цветоносые орхидеи на газоне, на котором даже близко нет никаких орхидей. Думаю, так, дай-ка я посмотрю. Подошла, посмотрела, начала ковыряться и увидела, что под покровом разной травы, плюща и всяких растений экзотических действительно стоит горшочек орхидеи в ужасном плачевном состоянии. Просто тряпочка. У орхидеи есть два выбора. Или остаться там и умереть, или Элина ее возьмет с собой. Я выбрала второе. Пошла вечером, расковыряла, вытащила орхидею. Орхидея была в страшно плачевном состоянии, листья были съедены насекомыми, как тряпочки висели, но я все-таки решила ее взять с собой. Когда я ее привезла, я даже никому ничего не сказала, и Наталье ничего не сказала. Думаю, да все равно умрет. Ну, попробуй, проэкспериментируй, потому что надежды было очень мало. Я ее пересадила и начала ухаживать за ней по методам канала «Классики орхидейного жанра». Опрыскивала несколько раз в день, применяла на ней луково-чесночный раствор, применяла алоэ вера. Алоэ вера здесь растет как сорняк, еще раз повторяюсь. Я его срезаю. И вот, видите, вот вышла вот эта вот жидкость. Вот поэтому говорят, что лучше его на ночь ставить вот так вот в воду, срезом вниз, чтобы все эти токсические вещества из него вышли. Пахнет он неприятно. Ну и да ладно, лишь бы помогал. Вот так вот я его чищу, режу на порционные кусочки. И вот так вот я его складываю, и он у меня лежит в холодильнике. Когда приходит время его употреблять, вот этот вот сок, который здесь выходит, я его разбавляю с кипяченой водой и опрыскиваю орхидеи по листу. Хранится в холодильнике. Если же на орхидеях есть какие-то проблемные зоны или реанимашки, или просто не растет,
Я использую сок толстянки. Алоэ вера можно вот так, если вы его чистите, то можно вот таким вот срезом тоже пройтись по листу. Ничего от этого не будет, можно не бояться. Лучше всего его хранить в холодильнике, и лучше всего, если это уже пройдет 2-3 недели. Смотрите видео. Наталья там очень хорошо, подробно обо всем рассказывает. Орхидея, которая была просто обречена на верную гибель, наверное, подумала: наконец-то мне дали все то, о чем я мечтала. И в конечном итоге она просто сошла с ума. Она начала расти и развиваться просто невероятными темпами. Всего за 4 месяца 2023 года с августа и по декабрь спасенная орхидея вырастила сразу 4 детки. 1 пристволовую и 3 на 2 разных цветоносах. Просто невероятно, что делают что делает правильный уход. Дай орхидее свет, воду и правильное проветривание, и, пожалуйста, на что она способна. Из тряпочки превратилась в прекрасную орхидею. В прекрасную орхидею с 4 детками. Но это еще не все. Это еще не все результаты. К концу января Элина насчитала на спасенной орхидее сразу 8 цветоносов. И вот посмотрите, друзья, что происходит. Во-первых, у нас 4 детки. Вот это вот пристволовая детка. Вот видно. Вот это пристволовая детка. И на 2 старых цветоносах еще 3 детки. 1, 2 и вот еще маленькая 3-я детка. И это все еще не все. Теперь орхидея начала выпускать цветоносы. Посмотрите, друзья. Вот этот цветонос от детки пристволовой. Вот этот цветонос, он от самой орхидеи, от стволика. Вот он здесь вылазит. Вот он. Теперь вот они. Идем дальше, идем дальше. Это цветонос от детки, это цветонос от самой орхидеи. И идем дальше. Вот у этой детки 2 цветоноса. Вот это 1, вот это 2. Сейчас я покажу их издалека. Вот такие они большие. Идем дальше. У другой детки тоже 2 цветоноса. Вот это 1, вот это 2. Проснулась меристема на другом цветоносе, на старом. И у совсем маленькой детки тоже наклевывается цветонос. Если видно, вон вот эта пипочка. Тоже наклевывается цветонос. Я пытаюсь как можно понятнее все это показать. Стволовая детка очень сильная. Тургор шикарный. Хочу еще показать картину внутри. Корни развиваются очень успешно.
Очень много раскукленных корешков. Как всегда в посадке дырочки. Вот такой подарочек. Давайте считать цветоносы. 1 от детки пристволовой, 2 от самой орхидеи, 3, 4, 5, 6, 7 и от этой маленькой детки, той, что наклевывается, будем считать за 8-й. Вот такие результаты. А какие планы на Параллельно буду использовать луково-чесночную отвар из луково-чесночной шелухи. Но алоэ вера творит чудеса. Если вы все еще смотрите это видео и не поставили пальчик вверх под ним, сделайте это прямо сейчас. Это важно. История Татьяны Егоровой из сибирского Кемерово началась в марте 2023 года, когда она купила фаленопсис «Дикий кот» из частной коллекции. Вот в таком удручающем состоянии. Размер и количество листьев тряпочек абсолютно не соответствовал размеру скудной корневой системы. Такие внесубстратные корни, не приученные пить, не способны поддерживать листья орхидеи в должном состоянии. Как сделать все правильно, чтобы не навредить? С этим вопросом я обратилась к Наталье, и она дала мне рекомендации по методу 12-12. Орхидея была с цветоносом и цвела. Я ничего ей не удаляла, а только стала на ночное время полностью погружать ее в воду в тазике. А днем орхидея стояла в комнате на окне под досветкой. Так я делала по времени больше месяца. Если вы не так давно познакомились с каналом «Классика орхидейного жанра» и не знакомы с методом 12-12, ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Уже через месяц использования метода 12-12 Татьяна отчиталась о первых результатах. Ну вот смотри, наш с тобой кот лечебный, с которым все тоже началось, что я пыталась лечить. 2 листа он отсушил желтых, и сейчас спустил корни, листики, все замечательно у него вообще получилось. Спустя 4 месяца, то есть в июле 2023 года, к одному выросшему листу у дикого кота добавился еще один. А еще в горшок к дикому коту было подсажено растение-спутник. Смотри, вот кот, которого мы с тобой спасали. Смотри, все лучше и лучше. Он прям тут, у него все замечательно. Он листики растет, корни растет, все здорово. В октябре 2023 года у канала «Классика орхидейного жанра» появился свой телеграм-канал, а с ним и возможность делиться своими достижениями каждый день. Татьяна показывала своего восстановленного дикого кота подписчикам канала и рассказывала о нем. Вот Наташа как раз показывала моего дикого кота. Вот смотрите, на данный момент он вот так сейчас выглядит. Очень хорошо подрос, много листиков. Вот последний лист достаточно большой, больше всех остальных. Нарастил много корешков. Ничего особого уже я с ним не делаю. Метод я применяла как у Натальи, как она рекомендует нашей девочке в группе. Значит, 12 часов мочить в тазике, а потом 12 сушить. Ему это понравилось, опрыскивала, капала алоэ. На данный момент дикий кот выглядит и вовсе великолепно. Посмотрите сами. За 10 месяцев орхидея прошла путь полного восстановления. Она нарастила себе великолепную корневую систему и 4 новых листа. К слову сказать, 3 листа из прежней жизни орхидея сохранила. Совсем скоро, уже через месяц, весной, фаленопсису «Дикий кот» предстоит пересадка в классическую систему посадки и на фитиль. Все по классике орхидейного жанра.
Когда-то Татьяна мне жаловалась, что фаленопсис и дикий кот у нее дома не живут. Этот третий экземпляр. Но теперь в жизни Татьяны и ее орхидей все изменилось. Теперь у нее 3 диких кота. Методы канала «Классика орхидейного жанра» позволили Татьяне восстановить и 2 прежних диких котов. Дарья Лепихина из Пермского края столкнулась вот с такой проблемой на стволе своей орхидеи. Воспаленный очаг в самом сердце орхидеи на фоне полного роста. У орхидеи растет новый лист, формируется цветонос и активно растут корни. Что предпринять? Как вылечить орхидею без скальпеля? Как сохранить внешний вид орхидеи? В данном случае поможет еще один метод восстановления орхидей канала «Классика орхидейного жанра». И этот метод использует спиртовую настойку листьев эвкалипта. В России такое средство называется хлорофилипт. Прошло 2 дня, получается, почти 2 дня. Пятно начало подсыхать, мажу хлорофилиптом неразбавленным, аккуратненько. Но мне кажется, гораздо лучше стало пятно. Вчера я попросила Дарью еще раз записать видео и показать всем нам, как чувствует себя орхидея на данный момент. Всем здравствуйте, меня зовут Лепихина Дарья, я из Пермского края, поселок Шадейка. Сегодня прошло 4 дня, как я восстанавливаю свою орхидею, точнее не восстанавливаю, а лечу. Увидела несколько дней назад поражение на ней, больше на гниль похожие. И вот сейчас, на сегодняшний день, вот такой вот результат. Вот здесь вот как край ранки, но я думаю, что он тоже вылечится. Здесь, где была сама гниль, вот все уже высохло вообще. Все сухое, все красивое. Здесь тоже это темное пятно от хлорофилипта. Мажу хлорофилиптом неразбавленным. Корешки не куклятся, вот такие красивые. И вот шейку с обратной стороны сейчас покажу. С обратной стороны тоже все красиво. Здесь также след от хлорофилипта. Сама орхидея бодренькая. Листики, тургор вообще отличный. Все крепенькое. Корешки все в росте. Вот такой результат на сегодняшний день. Виолетта Акулова живет в Казахстане, в Алматы. Она спасала свой фаленопсис чармер от самой себя. В результате неправильного ухода ее растение полностью потеряло корневую систему и держится в горшке исключительно за счет держателей. Как нарастить орхидеи новые корни, если их нет совсем, и при этом орхидея изъявила желание цвести? Здравствуйте, меня зовут Виолетта, я из города Алматы. Это мой чармер. После пересадки моей и дальнейшего ухода неправильного потерял почти все корни. Я смазывала его шейку соком алоэ древовидного свежим. И такие корешочки он не стал пускать. И молодой листик. Я все время брызгаю его водичкой. Вот еще корешки. В общей сложности я насчитала 10 новеньких молодых корешочков. И отращивает мне ответвление от цветоносов. Прошло 9 дней. И я хочу вам показать, как себя чувствует мой чармер. Маленький центральный листик подрос, корешочки подросли, и появился еще один молоденький корешочек. Ответвление от цветоноса увеличилось, и вот пошли еще маленькие вот эти 2 ответвления. Так, эти ответвления подросли, вот бутончики появились. Это ответвление
тоже хорошо подросло, и вот эти появились дополнительные веточки или почечки. В горшочке корешков почти нет. Остались одни тяжи от моего неправильного полива. Вот с этой стороны листик видно еще лучше. Мы растем, развиваемся, стараемся. Брызгаемся каждый день 3 раза. Простой водичкой. Большое спасибо Наталье. Я очень благодарна, что нашла ее канал в самом начале своего увлечения орхидеями. И сегодня как раз 9 месяцев, как я ими увлеклась. Спасибо Наташе за ее советы, за канал, за телеграм-чат, где можно многому научиться. Несколько дней назад в YouTube я получила комментарий под очередным видео. А результаты у подписчиков есть? И я спросила у своих подписчиков, есть ли у них результаты. Когда в телеграм-канал стали присылать все новые и новые видео, я поняла, что все они в одно видео на YouTube не уместятся. По методам канала зрители восстанавливают свои орхидеи из самых сложных, самых запущенных и самых нереальных состояний. Но это уже совсем другая история. Но если вы хотите узнать эти истории раньше других, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Продолжение всех этих историй следует. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного. Где бы вы ни жили, в холодной Сибири, на Дальнем Востоке или в румынских Карпатах, методы канала «Классика орхидейного жанра» помогут вам восстановить ваши орхидеи из самых сложных, самых критических и самых проблемных ситуаций. Оставайтесь с нами!